Огромная камера видеонаблюдения сегодня на видеообзоре. Ты ее можешь уже приобрести в магазине, интернет-магазине SmartHat в Украине. Кого интересует, просили делать обзор такой вот на камеру, которая, можно смело назвать ее профессиональный вариант. Четко номера автомобилей, четко лица на огромном расстоянии. 4G 5Z камера. То есть, я так понял, это может быть или же совместно вариант 4G и Wi-Fi, посмотрим, или же отдельно 4G можно заказать, или и отдельно Wi-Fi камеру. 5-мегапиксельный вариант, и что интересно, здесь установлена матрица Sony IMX 335. Карты памяти поддерживает камера, то есть полностью универсальный вариант. В комплекте блок питания идет уличный 12 вольт 3 ампера. Подводишь сюда кабели 220, подключаешь прижимные клемки, а на выход уже подключаешь сюда камеру. Кабель сюда заводишь. Ну, тут все герметично, потому что, ну, то есть сверху защищено от влаги полностью. Можно устанавливать рядом с камерой, не используя распредкоробку, сюда поместить все контакты. Такой вот блок питания в комплекте, это очень классно. Вы посмотрите на этот кронштейн. Я, наверное, еще не обозревал таких огромных камер, нет у меня видео на канале, вы посмотрите. Вот спрашивали, как камера может задержать преступника. Ну вот один кронштейн вот этой камеры может задержать вора и преступника, если ты его будешь использовать, применять. Я представляю, что там дальше нас ждет. Дальше нас ждет пакет с огромными Wi-Fi антеннами. Только чего стоит сама распаковка. Приятная распаковка камеры, посмотреть, что у нее внутри. Две Wi-Fi антенны. Да, две Wi-Fi. Нет маркировки 4G. Инструкция на английском языке, и это уже хорошо, потому что здесь мы будем использовать инструкцию для управления камер, то есть задавать пресет. Эти вот профессиональные 360 поворотные дальнобойные камеры, в основном с приложением Камха идут они, и в основном они выключаются функции заданием пресета, активации пресета. Активируются функции и дезактивируются, поэтому здесь проще будет перевести, несколько пресетов запомнить. Спецификация по камере. Здесь установлены очень классные LED светодиоды лазерные. На большое, огромное расстояние камера обладает картинкой ночной. J45 метровый для первого подключения к сети, к вашей домашней, к роутеру. Потом можно кабель пускать длинный. Страховочный трос с карабинами. Муфта на J45 и винты крепления кронштейна. Наверное, а что 3? Ну да, 3. Все правильно. И здесь анкеры, анкерное крепление для камеры. Камера имеет вес, поэтому здесь нужно уделить внимание большое для крепления. Смотрите, идет даже уже готовый зачищенный кабель. Если розетка рядом, то ты можешь использовать этот кабель для подключения блока питания. Ну, или же протянешь кабель конкретно откуда-то из другого места и не будешь использовать. Ой-ой-ой, это что-то с чем-то. Многие встречают такие камеры в городах, на оживленных улицах для контроля ситуации на улице. Камера может за огромной территорией просто следить. Посмотрите, какие здесь мощнейшие светодиоды. Лазерные, инфракрасные, под различными линзами они. То есть для ближней дистанции все работает в автомате при зумировании картинки. Здесь заявлен 50-кратный зум, 40-кратный, наверное, здесь оптический, оптика, и 10 цифровой. Посмотрим дальше. И вот когда ты зумируешь, при этом меняется яркость и подсветки, ночной подсветки. Ну и также здесь есть белые, смотрите, они также под разными линзами идут. И возможно, что белого свечения также меняется яркость у этих светодиодов в зависимости от зумирования картинки. Это просто камера, вот ты ищешь, тебе нужно за большой территорией, там некоторые спрашивают, мне нужна четкая картинка там на 100 метрах. Вот, до 1000 заявлена эффективность работы камеры до километра. Мощный динамик,
Микрофон встроенный есть. Wi-Fi антенны прикручиваются к разъемам. Слоты здесь. Давайте открутим, посмотрим. Герметичная прокладка силиконовая. Видно металлическая пластина блестящая, на которой крепится модуль со светодиодами. Эта пластина, она как радиатором служит. Кстати, вот эта металлическая часть передняя тоже служит как радиатором отвода тепла от ИК светодиодов, LED светодиодов, от белых. Они греются прилично при своей работе. Слот для карты памяти. Установлю карту памяти на 64 гигабайт, хотя камера поддерживает карты памяти до 256 гигабайт объемом. И заявлено, что карта памяти на 128 гигабайт, на ней сохраняться будут видео в течение 15-20 дней. Потом будет включаться перезапись сверху, то есть циклическая запись в этой камере имеется. И скорее всего, да, здесь вот отметка стоит на наклейке Wi-Fi. Это Wi-Fi вариант камеры, не 4G, без 4G модуля. И ориентируясь по ее цене, также можно определить, Wi-Fi камеры стоят дешевле, прилично дешевле, а камеры с 4G модулем стоят подороже. На отводах кабеля видим разъем для подключения 12 вольт. Камеры разъем для подключения камеры по кабелю к роутеру. Камера может или по Wi-Fi работать, или же по кабелю. И здесь кнопка сброса к заводским установкам. Подключаю камеру сразу по Wi-Fi, потом можно ее сразу подключить кабель от роутера, и она автоматически активируется по кабелю. На всякий случай сделаю сброс камеры, когда ее уже подключил блоком питания. Вот минута прошла. Сделаю сброс. Нажал и удерживаю до характерного звука. Отпускаю, ждем, пока камера перезагрузится опять заново, и подключаю ее на приложение Camhai Pro в свой аккаунт. Camhai Pro, такое вот приложение. Дождался я никаких действий от камеры, открываю приложение, жму плюс, IP-камера или 4G. Здесь, понятно, у нас IP. Новое устройство, подключенные новое устройство. Включил блок питания. Нет доступа. Можно сразу по сетевому кабелю. Кабель подключить будет, наверное, проще. Звуковое, сетевое с оборудования. Жмем нижний вариант, выбираем и сканируем QR-код с наклейки на камере. Жмем подключить. Здесь через точку доступа происходит подключение. Смартфон подключается к камере, делится с ней паролем Wi-Fi доступа к роутеру. Страшный звук был из динамика, громкий, не успел я включить. Камера добавлена, присваиваем ей имя, можешь прописать свое, и камера уже в сети. Заходишь, сменить пароль, да. Меняем пароль. Камера в сети, можешь заходить из нее из любой точки мира, если она подключена к твоему роутеру, вот хоть по Wi-Fi, хоть по кабелю. Через интернет ты заходишь на нее, отслеживаешь, управляешь ею, и вот она. Сейчас посмотрим, 360 или нет. Ну, я думаю, да, потому что вот такого типа камеры, они все уже идут 360, то есть вращение у нее идет по кругу. Можешь задавать пресеты, и она будет переходить по этим точкам, на какое-то время останавливаться, следить. Все это в настройках есть. Это полностью профессиональный вариант. Я вам показываю то, что возможно вот в небольшом видео показать. И работа варифокального объектива. Приближаем объект и удаляем объект. Меняем фокусное расстояние. На большое расстояние камера будет приближать предметы. Беру кабель от роутера. Один конец вот RJ45, который ты сам можешь обжать на расстояние, которое тебе нужно. Разъемы продаются. Показывал я вам, как обжать с обжимкой и без обжимки. Все это можно делать. Подключаю. Камера автоматом переходит на работу по кабелю. Отключил камеру для установки кронштейна. Последующее подключение. Камера сохраняет все настройки. Тебе не нужно будет перенастраивать ее опять. Запоминает она роутер, запоминает все твои настройки. И что заметил, и это плюс, эта камера никаких не производит действий при перезагрузке. То есть пропало питание, появилось питание, камера остается в том же
самом положении, не включает, не поворачивается туда-сюда, не вращается и никаких голосовых команд не подает. То есть это отлично, камера не будет сбиваться с позиций, там, куда она была направлена, туда она и остается. Винты и резьба в кронштейне. Резьба может быть немного краской забита, поэтому накручиваем 3 винта и одновременно их утапливаем. Здесь такой вот паз есть именно под эти винты, равномерно, то есть накручиваем с 3 сторон. Ну и тут выставляю уже кронштейн, как тебе нужно будет. Вперед у камеры есть наклейки впереди до полной фиксации. Страховочный трос крепится к самому корпусу камеры и есть на кронштейне специальное литье такое. Защелкиваем, ну это страховочный в случае вдруг что случится с вот этим вот креплением кронштейна. Вот такая вот страховка. И давайте взвесим камеру в итоге, сколько она весит. Ну, не такая уж и тяжелая, как казалось бы по ее размеру. Давайте посмотрим. 3200, грубо говоря. С этими камерами что может быть у вас, вот когда вы ее выносите из тепла и сразу на улицу? Здесь вот в центре стекла запотевание происходит, перепад температур, и здесь конденсат откладывается. Это не только в этой камере, много я таких тестировал уже, и вот что связано с перепадом температуры, особенно когда из тепла на мороз, на холод, на какое-то время запотевает стекло. Я повернул ее просто в сторону солнца, прям направил ее на солнце, и было видно, как прогревалось стекло и уходила вот эта вот проблема. Через несколько минут буквально проблема ушла, и камера отлично стала показывать. Камера установлена на улице, следит за людьми с использованием зумирования. На приложении на смартфоне все это происходит. Так, можно качество лучше поставить, HD. Будет вообще картинка приятная. На мониторе видеорегистратора XMI-евского, видеорегистратор другого производителя, но нашел камеру по OnVIF протоколу в домашней сети, вывел на свободный канал, пишет по людям видеорегистратор, камера дает ему команду по определению силуэта человека, и он включает запись. Когда нету человека, вы видите, что видеорегистратор запись не ведет на жесткий диск. И также камера с компьютера. И полный веб-интерфейс с полными настройками, с просмотром камеры. Также здесь можно зайти и посмотреть по характеристикам. Давайте сразу это все бегло сделаем. Настройки, видео, и видим, камера разрешение имеет 2560 на 1920, 2560, 1440. При этом количество кадров 10 по умолчанию стоит. Давайте поставим 25 применить. И второй поток также можно регулировать. Здесь также видео OSD, название вверх-вниз, отметку времени, название, можно все это менять. Изображение, настройки изображения, как ночью, так и днем, освещенность или в автомате, все ставишь в VDR. Светодиоды, я так понимаю, можно включать, выключать, режим ночного видения, менять. Все здесь также можно с веб-интерфейса, как, в общем-то, из приложения, но более глубокие настройки на компьютере. Здесь аудио, также по аудио, по сети также настройки. Смотришь, что нужно. Wi-Fi можно включить-выключить. Я выключил камеру, подключил по кабелю, сейчас работает. Wi-Fi отключил за ненадобностью. OnVIF также включается-выключается OnVIF протокол. Можно, вдруг не добавляется камера на регистратор, зайди, проверь OnVIF. И P2P, вот тот момент, где можно выключить доступ до облака. То есть на камеру ты не сможешь заходить через интернет. Домашние сети да, а через интернет мобильный, там удаленно не сможешь выключить, если выключишь P2P настройку. По тревоге
Также все моменты, тревога по человеку включить-выключить, тревога по аудио, какие-то звуки резкие возле камеры, также может включать тревогу, если включишь. Тревога, что делать дальше, писать на FTP сервер, на email, отправлять, сохранять на SD-карте, что русифицированный интерфейс, то есть запутаться практически невозможно. И также ты управляешь здесь камерой, и что здесь удобно, вводишь, если у тебя нету видеорегистратора, вводишь пресеты, вот, предустановки. Сотая предустановка включает слежение за человеком, с зумированием. Видели вы, как она это делает. И также по инструкции все остальные пресеты по настройкам круиза, там запускать первый круиз, второй, все это разбираешься, и камера вот работает по людям. Это сейчас слежение. По круизам ты поставишь за определенные точки, задашь время перехода по этим точкам. Камера все будет делать. Это профессиональный вариант с суперовым качеством. Здесь на компьютере не так, а вот на мониторе видеорегистратора просто супер качество. При том, что монитор не поддерживает большое разрешение. Ну, камера вот так вот работает. И посмотрите, на каком расстоянии она следит за людьми, зумирует их, приближает. Вариант просто суперовый за такие деньги. Кому это нужно? Потому что не везде такая камера будет нужна, и не всем. На моей территории такая камера огромная с таким функционалом просто не нужна. Но она очень классно зумирует. Картинка на супер уровне. Что очень классно, полная совместимость по OnVIF с видеорегистратором, с XMI-евским. Можно полностью управлять камерой, также зумировать картинку. И по пресетам также можно камеру включать и задавать ей настройки. Именно с видеорегистратора, вот в настройках PTZ, задавать пресеты. Старт, и камера включает или выключает ту или иную функцию, которые прописаны в инструкции. Давайте по зумированию, смотрите. Просили меня прочитать объявление на столбе, и эта камера это сделает. Так, это не максимум еще зумирования. 48, 49, это уже цифра, с 40 уже цифра пошла. Автофокус отрабатывает, если не отрабатывает немного, помогаем ему это делать. И читаем объявление на столбе. Копилка супермаркет, запрошує на постійну роботу, охоронців, заробітна плата від 11 тисяч гривень. Прочитал. Далее копилка, также старое объявление. Аварійний дерев, спил аварійних дерев, виконаємо роботи будь-якої складності. Швидко та якісно. Володимир. Объявление прочитано. И это та камера, которая позволяет вам это сделать с огромного расстояния. Также можно менять скорость поворотного устройства. То есть все возможные настройки эта камера поддерживает. Звук на видеорегистратор. Да, есть. Есть, вот слышите звук, микрофон классный, не обычный микрофон вот XMI-евских камер, а более чувствительный, с более реалистичным звуком улицы. Тут более качественный микрофон в этой камере установлен. В динамик также можешь передавать, что хочешь. По ночной картинке скажу вам, что появились у меня сомнения, что здесь установлена Sony матрица, и скорее всего ради удешевления они ее сюда и не поставили. Намного эффективнее Sony матрицей такие камеры работают. Днем, вот как раз, как отличить Sony матрицу? Днем ты практически не замечаешь, если у тебя не супер глаз алмаз, то Sony и обычную матрицу не различишь. А вот ночью сразу видно, Sony матрица намного светочувствительна. Здесь вроде бы и яркие, очень даже яркие, мощные LED светодиоды ночной подсветки. Эти две секции работают, когда рядом, когда зум не используется. Эти подключаются лазерные, дальнобойные, когда ты приближаешь объект, или же камера следит за человеком, также ночью она следит. Эффективность уже не та из-за того, что уже и не та светочувствительность ночью, как днем. В этом и отличаются Sony матрицы от обычных матриц. И также яркие, очень такие яркие, и здесь какие-то из них светят таким желтоватым светом, а какие-то, не знаю, что-то светит прямо такое, как ксенон, такое, как сварка.
Очень яркий свет, имеешь белый прожектор с этой камерой, очень яркий, также следит за людьми, также подсвечивает. Опять же, можно попробовать, и я это и делал, добавлял яркости при ночной картинке, чтобы засветлить картинку. Ну, контрастности уже можно все это регулировать. Выводишь на более-менее нормальный уровень, но от Sony матрицы все равно получаешь больший эффект. Такая вот камера. Вполне таки годная к использованию. Ну, понятно, что на большой территории, на большой высоте она будет эффективна. На большое расстояние тебе нужно приблизить что-то, записать, зафиксировать. Будет все отлично. Ссылку оставляю на SmartHat, заходите, там помимо этой камеры еще обычные, недорогие камеры продаются, и там различные системы сигнализации, датчики к ним, умные устройства, TV-боксы, все, что на Алиэкспресс видите, все уже в SmartHat в Украине. Созвонился, заказал, несколько дней, пару дней оно у тебя уже дома. Всем удачи, до следующих видео.